Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я начинаю свое видео с раскраски животные по номерам от издательства Клевер. Я здесь для себя выбрала уже иллюстрацию. Вот такую. Она тут предпоследняя. И я подготовила фломастеры и обвела по контуру, чтобы, как всегда, было удобнее раскрашивать на камеру. У меня тут Икея, Штабило Power и Бик. Ну, подбирала просто по цветам, и желательно, чтобы наиболее мягкие, чтобы пишущий узел был пошире. Но в основном это Икея и Штабило, но вот еще Бик взяла, потому что по цвету подходил. Сейчас я пораскрашиваю на камеру. Если вам интересно, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Здесь я начну по порядку раскрашивать, но, знаете, есть такие творческие материалы, к которым вот в первую очередь тянется рука, когда начинаешь какую-то иллюстрацию. Фломастеры из Икея мне очень нравятся, и, как видите, я их очень часто использую, особенно в раскрасках по номерам. Но вот Штабило я вообще просто обожаю, ну как раз вот, собственно, и Штабило. Вот, я уже просто говорила, что поскольку они не полосят практически, не скатывают бумагу, и такие долговечные, классные, мягкие, ну, я не знаю, это просто праздник какой-то ими раскрашивать. Поэтому в основном, конечно, да. Наверное, сейчас у меня просто много всего, а так, если они еще будут, можно приобрести. Потому что классные. Вот, снова Икея. Ну и, в общем, мне нравится. Здесь красивый цвет. А вот, например, да, когда карандаши, если что-то мэджиком можно раскрасить, в особенности коричневый, да, то есть что-то из дерева или сами деревья, то, конечно, я это прям в первую очередь раскрашиваю. Я иногда даже себя сдерживаю, чтобы не взять карандаш и не начать, знаете, так заранее, например, в том же Средиземье все это раскрашивать. Растягиваю удовольствие. Не, ну правда же прикольно, когда так картинка моментально, как действительно магия, оживает. Это очень классно. Но тут вот у меня подборочка в основном все комфортные фломастеры. Хотя, конечно, сама иллюстрация, она просто вот, ну, видно, что простейшая. Не думаю, что она получится как-то очень красиво. Хотя, ну, мне кажется, здесь должны были бы быть какие-нибудь побольше цветовых сочетаний, возможно. Или, возможно, меньше, чуть-чуть меньше элементы, чтобы это было как такая мозаика. Потому что это похоже на мозаику, но все-таки что-то здесь не достает. Тогда это бы смотрелось очень стильно, но вот где-то просчитались. Поэтому даже в примерах это очень-очень просто выглядит. Вот Бик тоже хороши. Понравились. Но, как по мне, и такие иллюстрации имеют место быть. Все равно же антистресс, удовольствие. Хорошо напитанные они так. Так что раскрашиваю. Ну и снова мои любимые Штабило. Ими прям так быстро-быстро раскрашивать можно. Это прям здоровско.
Быстро красишь, но результат хороший. Потому что бывает так, что когда там, знаете, фломастеры полосят, вроде можешь очень медленно, аккуратно все красить, и все равно косяк на косяке. Но вот я единственное думаю, что там, где я буду раскрашивать штабила, я все-таки, наверное, не буду вот так обводить, скорее всего, контур, вот каждый элемент. Хотя посмотрим. Потому что здесь, в принципе, нет такой необходимости. Ну а сейчас я хочу пораскрашивать в удивительных животных. Так уж получилось, что как-то все идет здесь по порядку. Ну, я где-то еще раскрашивала. Но вот с самого начала и до этого места идет по порядку. Поэтому я решила раскрасить эту иллюстрацию, пусть тоже будет готовый разворот. Ну, уже потом пойду, скорее всего, дальше. Начну я раскрашивать именно самих хвостатых. Я обожаю этих очаровашек. Я подготовила 3 цвета. Это Дервент Граффитинт, номер 10, номер 17 и номер 7. Это как раз то, что я брала себе на пробу для, так сказать, знакомства с этими карандашами. Сначала я взяла, по-моему, вот этот, а потом еще 2 добрала, потому что мне понравилось. Их можно размывать, можно не размывать, кому как нравится, да, там смешанная техника, все что, в общем-то, угодно. Опять же буду, как всегда, по традиции раскрашивать на камеру. Попачкалась с фломастерами, возилась. Раскрашивать я буду, как всегда, на камеру, так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Не знаю, как тут получится, решила поэкспериментировать с этими карандашами, оттенками. Но поскольку абсолютно все цвета между собой всегда сочетаются, главное знать меру, то я надеюсь, что все получится. Главное, чтобы с обратной стороны ничего не протекало. Но они как бы могут протечь, поэтому просто, наверное, с водой нужно будет аккуратнее. Именно так приятно раскрашивать. И мне нравится, когда вот действительно цвет активируешь, тоже интересно выходит. Потому что я когда их купила, ну не, я их поиспользовала, конечно, уже, но хочется ими почаще пораскрашивать. Потому что у меня там еще будет, конечно, возможность взять даже бесплатно. Но я пока не решила, что конкретно я хочу. И вот сейчас так стараюсь понять. Просто мне очень нравятся эти самые Derwent Drawing, но у них бедновато палитра. И в принципе все необходимые цвета в основном я себе взяла. Colorsoft, может быть. Ну, это надо, конечно, там в магазин поехать, посмотреть. Не, наверное, каких-нибудь бы синеньких, ну, например, голубой, какой-нибудь синий бы взяла, скорее всего. Но это я вот... то, что меня интересует, в Леонардо есть в авиапарке. Поэтому потом при случае. Ну, что так интересненько получается. Неплохо. Вот некоторые акварельные карандаши, их просто вот вроде как размываешь, а какой-то, ну, в смешанной технике мне вроде как, не знаю, мне кажется, не получится. А вот эти, по крайней мере, вот эти оттенки, они прям для такой техники. Ну, ничего не протекло, я посмотрела. Сейчас этим же цветом, но сделаю другой узор.
Я, правда, так и не поняла, водоразмываемые они или акварельные. Но здесь вроде бы нормально так размываются, растягиваются, потому что я не прокрашиваю каждый миллиметр. Ну, вроде прикольно. Главное потом понять, какой сделать фон. Еще немного пораскрашивала. В принципе, изначально я планировала сделать перламутровую акварелью, но потом решила задействовать вот эти цвета. Ну, здесь ничего, в общем-то, не произошло. Вот здесь немножко мокро. Ну, это не страшно. Тут фон позволяет. Поэтому продолжу раскрашивать этими карандашами. Фон пока я не решила, будет ли это акварель или же сухая пастель. Тут еще будут гелевые ручки, естественно. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 37 рыжие 38. Благодарю вас за просмотр. Здоровья вам, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.